канале Nomad Max. Сегодня у нас необычное видео. Это дома богатых казахстанцев, дома богатых казахов. Давайте посмотрим вместе. Давайте полюбуемся на красивые дома. Ведь в этом мире просторный дом – это одна из вещей, которая делает человека счастливым, помимо хорошего транспортного средства и верной жены. Владельцы этих домов старались сделать их красивыми. Так давайте же получим эстетическое удовольствие и посмотрим, какие у нас есть интересные дома. Вы можете видеть здесь орлов, шикарные ворота, 2010 год. Это, наверное, год постройки. Такой вот дом, наверное, для гостей. И очень длинные ворота, метров 60, наверное. Посмотрите, какие клумбы. А вот вижу интересный дом. Один навес, имеет 6 колонн. Напоминает дом из фильма «Клан Сопрано». Очень впечатляет. А вот, посмотрите, какой интересный дом. Построен, мне кажется, во французском стиле. Очень интересный дизайн. Красиво. Огромный особняк с 2 гаражами. Но я не понимаю, почему прозрачные ворота, если стены глухие. Интересно. Я не знаю, что это за материал, которыми они облицовывают свои дома и заборы, но думаю, что это искусственный камень. Выглядит очень красиво. Очень спокойный район, недалеко от центра. Вот еще один красивый дом. Давайте поближе подойдем. Отдельный гараж на 2 машины. Выглядит прилично. Рядом еще один дом, уже со встроенным гаражом. Красивые ворота, красивый забор. Кустарники так аккуратно пострижены. Наверное, у них есть свой собственный садовник. А еще личный водитель, гувернантка и телохранитель. Вот интересный дом. Судя по воротам, это один из самых богатых домов в городе. Будка охраны с хорошим обзором. Домик для гостей. Везде видеокамеры. Ну, этот дом по своим размерам впечатляет. Такие дома, наверное, стоят от миллиарда тенге и выше. Если мы идем
вдоль забора в течение 1 минуты. Это где-то 60 метров. Представляете, какая площадь у этого участка и, соответственно, какая стоимость. Глядя на забор, можно на глаз оценить и понять, что это реально дорого. Очень красивые растения, деревья, туи, если не ошибаюсь. Ну и всегда визитная карточка дома — это ворота. Очень красиво. Напоминает Италию. Мы находимся в очень интересном месте, где частный капитал помогает обустроить и привести в порядок берега и также пользоваться, скорее всего, на правах аренды. Как мы видим, здесь местные жители могут пользоваться речным транспортом. Вышел из дома, сел на лодку и поплыл. Но в любом случае такие места являются общественными, поэтому я здесь спокойно гуляю. Вообще место очень хорошее. Все облагорожено, красиво засажено деревьями, пострижены газоны, очень аккуратно. Ну, замечательное место, очень впечатляет. Вижу квадроцикл, вижу еще одну лодку. Вот еще один прекрасный дом с балконом на берегу реки, в хорошем живописном месте. Давайте прогуляемся по территории этой набережной, посмотрим, что здесь находится. Детская площадка. Беседки, скамейки, дорожки. Очень красиво. А это, наверное, плавучая баня. Попарился в бане и сразу окунулся в реку. Замечательно. Здесь спуск для катера. Идем дальше. Смотрим, что там. А вот и небольшой пирс, где можно причалить свою лодку и, конечно же, искупаться. Посмотрите, как красиво пострижен газон, как в американском кино. Давайте прогуляемся по этой каменной дорожке. Посмотрите, какие красивые деревья. А вот и летняя обеденная зона. Очень красиво. Вот такая вот печка.
небольшой пруд с мостиком. И навес с растениями. Это, наверное, самый длинный забор. Очень длинная стена. Длина, наверное, метров 100-120, если не больше. Да, огромная площадь. И все это частный дом. А вот и он. Все эти дома расположены на территории бывших дач, возле рек. Но это понятно, люди стараются выбрать экологически чистые районы, тихие районы, где спокойно, нету шума, и где можно хорошо отдохнуть. Здесь тупик, и я наткнулся вот на такой строящийся дворец. У него 2 дымохода, возможно, от камина. Очень стильно выглядит. Еще одна скульптура орла. Это, наверное, братство орлов. А вы хотели бы жить в таких домах? Поделитесь своими впечатлениями в разделе комментариев. Если вам понравилась эта прогулка, ставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы вместе дальше исследовать необычные места и получать от этого удовольствие. Спасибо за просмотр. До встречи.